Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимии. Сегодня у нас будет расклад, посвященный месяцу февралю. Узнаем, что же нам несет этот месяц февраль хорошего и прекрасного. Будет 3 варианта. Будет игра кальмара, будет сундучок с приятными вещами и будет вот такая вот чудесная луна со звездочками. Работать будем так же, как и в прошлый раз. На разных колодах. Будем использовать мотивашки, будем использовать татвас, будем использовать Ленорман и будем использовать советы лосося. Поэтому, пожалуйста, клацайте в тайминге, нажимайте в тайминге на тот вариант, который вам нравится больше всего. И давайте начинать. Все, кто выбрал первый вариант, всем привет. Давайте будем смотреть вашу историю. Начнем, собственно, с татвас. И выложим дополнительно еще несколько колод. Не несколько колод, а несколько карт. Делать буду так же, как и в прошлый раз, в январе. Динамический расклад. И будем открывать карты произвольно. Посмотрим, что у нас там интересного есть в поле. Так, возьмем Ленорман. И у нас тут лежит уже с вами, боже мой, 6 карт. Лосось. 2. Хочу лосося, хочу 2. И вот тут одни мотивашки. И сразу выскакивает для первого варианта вот такая мотивашка, которая звучит буквально так. Богатство – это не повод гордиться собой. Повод гордиться собой – это когда вы можете помочь кому-то просто так и помогаете, ничего не требуя взамен. Напоминаю, если вы хотите купить мотивашки, напишите нам в контакты, указанные под этим видео. В общем, февраль месяц для первого варианта прежде всего будет характеризован размышлениями, видимо, на тему денег и на тему вечного сценария «брать-давать», у которого часто случаются сбои. Да? То есть бывает такое, что человек не может давать или не может брать. То есть не принимает комплименты, не принимает предложения о помощи, говорит «я сам» или «я сама». В общем, какие-то такие будут процессы в феврале месяце происходить, когда вы будете так или иначе размышлять над этими вечными ценностями. Ну и откроем первую карту, которая будет отвечать нам на вопрос «Энергия месяца». Какая будет для вас, первый вариант, энергия месяца февраля? Что она вам принесет? Какими она будет тенденциями наполнена? Что там в ней будет интересного? И у нас чудесная тройка пентаклей. Посмотрите на эту графику. Ну, великолепно же, правда? То есть февраль месяц для вас это месяц, когда вы будете стоять крепко и очень устойчиво двумя своими красивыми ногами на земле. То есть месяц основательный, месяц стабильный, месяц получения каких-то результатов, месяц осознания того, что в моей жизни все хорошо. Здесь очень активно в феврале месяце у многих людей будет развиваться прежде всего профессиональная деятельность и деятельность, касающаяся вообще темы мастерства. И, безусловно, будут очень активны вопросы, касающиеся семьи, да, потому что у нас тройка пентаклей – это такая карта, которая свидетельствует именно о семье, официальной семье. Семье, где 2 человека, в общем-то, связаны узами брака. Поэтому вот эти темы в феврале месяце для вас будут очень активны. То есть, очевидно, будет энергия подъема, энергия, знаете, такой стабилизации, кристаллизации, когда что-то вот набирает силу, наливается, не знаю, там, молоком матери наливается грудь, и яблоко наливное наливается на дереве. То есть вот такие вот метафоры и ассоциации. Месяц, очевидно, для вас будет очень интересным. Откроем вторую карту под названием «Синхрония». Синхрония, то есть что в феврале месяце вы притянете в свою жизнь через свои мысли, через какие-то разговоры, через какие-то, не знаю, ощущения, сновидения, все что угодно. То есть, если кто-то из вас не знает, что такое синхрония, синхрония – это понятие, которое впервые прозвучало из уст нашего величайшего Карла Густава Юнга, поэтому, кому интересно, почитайте, погуглите, что же это такое, и прикоснитесь, так сказать, к великим трудам основоположника юнгианской терапии, психотерапии, психоанализа. Итак, шут. Вот у нас синхрония в чистом виде и вышла. То есть, если мы говорим о синхронии как явлении, это есть шут.
Это то, когда в вашу жизнь притягиваются различные вещи, люди, ситуации, которые нужны вам для создания вашей новой жизни. Потому что шутканоническая история начать с чистого листа. Вот, собственно, синхрония в вашей жизни прямо-таки конкретно будет давать вам возможность начать что-то, сделать какой-то первый шаг. То есть у вас появятся возможности создать что-то интересное. У вас появятся возможности начать какую-то новую деятельность. У вас появится возможность, прежде всего, выйти, наконец-таки, в те двери возможностей, которые жизнь открывает перед вами. То есть тут и начало, тут и встречи какие-то, и знакомства, и поездки, и предложение, не просто предложение, а прям выход на новую работу какую-то, да, когда вы уже заключаете, подписываете договор. Вот такая интересная история. Новизны. История новизны. Я бы сказала, что главная тема синхронии – это новизна. Новизна во всех сферах вашей жизни в феврале месяце. Чего не стоит ждать однозначно от февраля месяца? Откроем историю с лососями. Здесь карточка завертелась. Наверное, не стоит ждать от февраля месяца ничего, что будет касаться ускорения или наступления каких-то событий. Скорее всего, февраль станет каким-то вот первым шагом к чему-то, да? Какой-то первый такой будет очень в вашей жизни важный этап, но этот этап – это начальная ступень. То есть после этого этапа не начнет все вращаться и стихийно как-то быстро развиваться. В феврале еще пока нет, еще будет там история про медленное, да, такое течение событий, про неспешное, мне кажется, неспешное отношение к жизни, неспешное ожидание чего-то. Нужно будет где-то подождать. Чего точно стоит ждать? Открываем Ленорман. Дом. Смотрите, ну точно стоит ждать однозначно стабильности. Точно стоит ждать какой-то дороги. Тут башня вообще. Ну, что-то я сказала дом, не знаю почему. Тут точно стоит ждать какой-то очень такой вот безопасной среды обитания. То есть в вашей жизни февраль месяц будет достаточно спокойным, стабильным, может быть, насыщенным какими-то разговорами про недвижимость, в том числе насыщен какими-то определенными делами, касающимися похода в какой-то дом, может быть, не знаю, дом, может, в музей кто-то пойдет, да, потому что здесь у нас история чуть ли не про какой-то аристократический старый замок. В общем, все будет стабильно. Я не думаю, что вы будете испытывать какие-то жизненные перипетии и чувствовать себя как-то неуютно. Все-таки здесь тема про основательность, про то, что и работа будет развиваться, и самое важное, вы будете чувствовать себя человеком, который контролирует ситуацию и не боится, что в его жизни наступят какие-то сложности и проблемы. Будут ли в феврале месяце в вашей жизни какие-то неожиданности, которых вы не можете ждать? И здесь королева кубков. Я думаю, что принципиальных каких-то неожиданностей, ярко выраженных, здесь не будет. Однако же, раз уж у нас вышла королева кубков, для многих людей неожиданностью февраля может стать предложение руки и сердца, или, может быть, непосредственно какая-то новость о вступлении в брак, может быть, вашим, может быть, вам сделают предложение, может быть, чья-то другая. И, безусловно, встреча если вы мужчина, встреча с женщиной, которая, может быть, уже является вашей женой, может быть, с женщиной, которую вы хотите сделать своей женой. То есть какое-то, может быть, даже знакомство здесь будет у многих людей. Вот. Но уточним, достанем еще эту карту. И у нас восьмерка кубков. То есть тут все-таки какая-то новизна. Тут какая-то поездка, может быть, вот встреча. Ощущение, что многие люди, кто выбрал первый вариант, если внутренне вы готовы, и уже, можно сказать, не просто готовы, а уже освободились от своего прошлого, и уже идете куда-то там вперед, то вот как раз это и будет ваша главная неожиданность. Осознание того, что вы встретили человека, с которым дальше будет складываться у вас очень хорошая, теплая, любовная история. Вот. Значит, следующий вопрос у нас. Какие главные новости февраля вы получите? Какие будут главные новости февраля для вас? И у нас главная новость маг. То есть это какая-то новость о работе. Это, возможно, какая-то новость, касающаяся неких официальных лиц.
которые, возможно, либо повлияли на решение вашей ситуации, либо подсказали вам, как именно вы можете ее решить. Здесь новость о начале какого-то процесса. Как видите, здесь визуально соединение, такое вот силовое воздействие на разные части нашей реальности, которые не разлетаются в разные стороны, а удерживаются на месте. Вот здесь какая-то новость, с одной стороны, о стабилизации какого-то процесса, с другой стороны, о развитии, начале какого-то дела активного. То есть что-то начнет работать, что-то выйдет на какую-то новую уже стадию организации, и вы будете об этом знать. Но для многих людей это новости положительные, именно про работу, именно про то, что они смогли что-то сделать в своей жизни полезное, что они занимают какую-то лидирующую позицию. Тут у меня не хватает карт, поэтому будем выкладывать сейчас вот эту карту. Мы возьмем, куда вас эти новости развернут. Вот эти новости вы получите в феврале, да, куда они вас развернут. Король жезлов. Они развернут вас в активную деятельность, да, то есть это у кого-то повышение по службе, у кого-то активная деятельность, у кого-то защита своих интересов, получение каких-то очень важных новостей о том, что вы занимаете лидирующую, прочную какую-то позицию на рынке, в жизни. Для женщин это однозначно встреча с каким-то мужчиной, может быть, сотрудничество с мужчиной в том числе, может быть, в вашу организацию придет новый руководитель, мужчина. А для мужчины это обретение контроля над своей профессиональной деятельностью, прежде всего, и над своей ситуацией в социальном общении, касающемся мужчин. Вот. Значит, посмотрим дальше. Основные хлопоты месяца. Какие у вас будут основные хлопоты месяца? Да ты просто царь. Вот видите, у нас основная хлопота месяца и основные хлопоты месяца, которые будут касаться непосредственно вашего собственного ощущения и вашего положения, как в обществе, так и в жизни. Заботиться вы будете в феврале только про себя, про то, как вы себя чувствуете, про то, в общем-то, как вы себя позиционируете. Будете заниматься, ну, наверное, различными делами, которые вам дадут ощущение своей, ну, какой-то исключительности, может быть. Здесь вопросы признания, здесь вопросы карьерного роста, здесь ощущение своей самодостаточности, красоты, власти прежде всего, да? То есть история про то, что вы можете тоже нагнетать некий страх на морских обитателей, так скажем, и давать всем своим видам им ощущение того, что вы в этой жизни главный, что в этом социуме вы тоже главный. Поэтому я так думаю, что заниматься в феврале месяце вы будете только собой и своей карьерой прежде всего. Вот здесь такой акцент и нюанс. Ну, для тех, кто встретит любовь, безусловно, эта карта говорит о том, что вы будете чувствовать себя человеком исключительным именно в формате того, что вас любят, вас ценят, и вы каждой клеточкой своей души, своего тела ощущаете, как это классно быть избранным, ни больше, ни меньше. Ну и последний вопрос, что вам принесет этот месяц? Что вам принесет этот месяц? Что вам принесет этот месяц? Суд говорит о том, что февраль вам принесет освобождение. Вот, видимо, начнется активное ощущение пробуждения в душе, в сердце, в жизни. Решение каких-то вопросов в свою пользу вы получите. Какие-то здесь будут вердикты, очень такие интересные, положительные. Здесь какие-то дела начнут, наконец, действовать. Если у кого-то из вас есть какие-то вопросы или проблемные ситуации, касающиеся, там, не знаю, с судебными заседаниями, с какими-то еще вещами, то они будут, скорее всего, решены или разрешены в вашу пользу, а не в пользу других людей. То есть вы получите знак и в буквальном смысле от пространства, и от других каких-то, может быть, людей, что тоже, по сути, является пространством, о том, что в вашей жизни происходят глобальные перемены, и вы на пути в свою новую реальность. Поэтому я считаю, что первый вариант у нас получился достаточно чудесный. Я вам желаю успехов и удачи. Приходите на консультации, будем искать способы реализации ваших целей и задач и вдохновлять вас вами. Берегите себя. Пока-пока и до новых встреч. Все, кто выбрал второй вариант, всем привет. Давайте будем смотреть вашу историю. Что же для вас принесет интересного в феврале месяц? Что для вас там будет хорошего, чудесного, прекрасного?
Так, ну что, второй вариант. Давайте начинать. Итак, энергия месяца. Какой будет для вас энергия месяца февраля? Откроем эту карту. Королева Пентаклей. Во. У вас главная энергия февраля – это деньги, прежде всего. Месяц февраль для вас будет насыщен элементами заботы, поддержки, внимания, покоя, такого очень хорошего, уважительного, дружеского отношения, ощущения, что у меня все хорошо. В кои-то веки я могу передохнуть, расслабиться и не думать, так сказать, о дне насущном. То есть здесь масса таких очень теплых, именно теплых энергий. Это солнце, это приятная погода, может быть приятная погода и солнце на улице, может быть приятная погода и солнце внутри. Здесь, безусловно, женщины будут чувствовать себя женщинами, которые могут и хотят заботиться, которые хотят поделиться своей любовью. Если вы мужчина, то энергия февраля для вас – это как раз женская энергия матери, жены, соратницы, которая заботится, которая поддерживает и прежде всего дает вам ощущение стабильной жизни, да, такого вот крепкого, надежного тыла. Синхрония февраля для вас. Что в вашу жизнь вы притянете через свои мысли, через какие-то разговоры, через какие-то спонтанные, может быть, состояния, инсайты, что-то еще. То есть что главного будет у вас происходить, вот синхрония, да, там подумал, и случились какие-то события, поговорил с кем-то, и вот эти события произошли. Откроем эту карту, узнаем, что тут у нас. Ага, у нас синхрония выглядит как император. Посмотрите, какая энергетически заряженная карта. Обожаю эту колоду. Вы точно притянете к себе работу. Женщины точно притянут к себе мужчину. Мужчина точно почувствует себя в феврале человеком полным сил, полным уверенности в себе. Человеком, который способен захватывать, защищать, сохранять, приумножать, управлять. То есть тут очень много темы карьерных вопросов. Здесь очень много вообще такой здоровой маскулинности, которая связана напрямую с ответственностью. Напомню, что с точки зрения академической, прежде всего, психологии, психологическая зрелость для мужчины определяется именно форматом готовности к ответственности. Не к ответственности за других людей, а прежде всего к ответственности за свою собственную жизнь. То есть если мужчина может нести ответственность за себя самого и за свою жизнь, соответственно, это мужчина, который может смело вступать в отношения, смело там стремиться к каким-то карьерному развитию, росту и так далее. Потому что этот человек знает, чего он хочет, умеет достигать, чего он хочет, и умеет, безусловно, контролировать какие-то свои результаты, туда ли я иду. Вот, поэтому вы притянете в свою жизнь стабилизацию, массивность, вы притянете ситуацию, которая будет делать вас человеком, находящимся, может быть, под защитой кого-то. Человека, который не боится действовать первым, не боится проявлять инициативу, не боится требовать, не боится управлять, занимать такую ярко выраженную лидерскую позицию. Ну и, безусловно, опять же скажу, это темы, которые касаются вашего дома вообще в принципе. Вашего дома как места, которым вы дорожите, которое является вашей вотчиной, да, вашим королевством, не знаю, там, царством, островом и так далее. И здесь, конечно же, либидо ярко выраженная история про влечение. То есть, что такое император, это прежде всего тема влечения. Сейчас я не говорю про физическую близость, я говорю именно про историю творчества любого. Там, где есть влечение, всегда есть творчество, а значит, есть какие-то результаты. Поэтому будьте в феврале активны, отдавайтесь своим внутренним чувствам и стремитесь туда, куда вас тянет. Потому что там, судя по всему, будет какой-то большой клондайк и денег, и достаточно приятных вещей. Вот. Так, чего не стоит ждать в феврале месяце? Чего не стоит ждать в феврале месяце второму варианту письма? Наверное, не стоит ждать каких-то грандиозных, может быть, новостей, а может быть, здесь для кого-то не стоит ждать того, что вам придется снова что-то делать, что-то писать, что-то заполнять, какие-то бумаги, может быть, кому-то что-то рассказывать, объяснять, делиться какими-то новостями. Ничего этого не будет. Не будет каких-то значительных новостей пока. И вы не будете никому, наверное, о своих новостях тоже сообщать.
Вот. Чего точно стоит ждать в феврале для второго варианта? Туз мечей. Вот смотрите, какое противоречие. Точно стоит ждать, что в вашей жизни появится какая-то ясность. Здесь появится, как откроются, знаете, какие-то новые дороги, я бы сказала так. Появятся какие-то разрешения, появится какой-то момент, может быть, где вы поймете, что происходит вообще, куда идти дальше. То есть какое-то прозрение, как будет ясность какая-то. Вот в буквальном смысле какие-то внутренние инсайты, которые вырвутся наружу и дадут вам понять, или что вам делать дальше, или какое решение вы должны принять. Я в этом тузе мечей вижу какие-то такие истории. Вот. Будут ли какие-то неожиданности? Будут ли какие-то неожиданности в феврале месяце для второго варианта? И у нас 9 пентаклей. Ну, тоже такая хорошая карта. Мне кажется, особенных неожиданностей не будет в феврале. Все будет очень привычно. Все будет очень хорошо. Может быть, неожиданностью здесь будет вдруг получение денег. Может быть, появление возможности еще заработать, помимо той, которая у вас уже есть. И вы как-то будете это, может быть, совмещать. Но здесь однозначная тема победы. То есть главная неожиданность. Но я не знаю, будет ли это на самом деле для вас неожиданность, потому что у нас тут в синхронии вышел император, может быть и нет, но здесь точно тема про какую-то победу. Вот. Но давайте попробуем уточнить. То есть если говорить о неожиданностях, то что у нас здесь сокрыто? 2 мечей. Хорошо, что я отказалась или отказалась от чего-то. И ну вот какое-то решение конкретное принял или приняла для себя. И вот эта вещь, она даст вам очень хорошее какое-то положение. Здесь какой-то контекст такой внутренних чувств, которые, наверное, повлияли на вас. Здесь в большей степени какие-то дела. То есть, если вы кому-то сказали «нет», то вот как раз эта история «нет», она и даст вам большой плюс. Интересно. Ну, хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Значит, здесь поговорим про новости. Новости. Опять я почему-то не выложила все карты. Что ж такое? Какие главные новости февраля вы для себя получите? Какие главные новости февраля вы для себя получите? Башня. Главная новость февраля для вас – это новость о том, что что-то пойдет по-другому. Не так, как вы планировали. То, что вы планировали, то, что вы делали, оно сломается. Простите. Оно сломается, как-то будет действовать по-другому. Вообще совершенно по-другому. Куда вас эти новости развернут? Развернут вас эти новости в финансовую сферу и в успех. Опять же, смотрите, вот у нас пара. Собственно, королева Пентаклей и король Пентаклей. Наверное, какая-то стабилизация. Вот что-то было, может быть, очень хрупким, каким-то непонятным. Непонятно, как было там или как будет в феврале месяце. И вот вы получите такую новость, которая, собственно, даст вам возможность свои тылы, ну, может быть, как-то не то, чтобы прикрыть, а выстроить их по-другому. Здесь какая-то тема про недвижимость, может быть, вообще про работу, про какие-то вещи, которые касаются темы заработка. Потому что я почему-то здесь угадываю именно, прежде всего, тему денег. Видите, здесь везде насыщенность такая очень активной энергетикой, которая говорит о том, что вот какие-то ваши, может быть, действия, планы, что-то еще, они, ну, не такие, какие-то неправильные. Вот вам здесь придется действовать по-другому, появится какая-то более благоприятная возможность, более лучшая возможность, что-то изменится внутри вас, опять же, какое-то мировоззрение поменяется. Здесь туз мечей тоже этот угадывается. Основные хлопоты месяца. Основные хлопоты месяца. Основные хлопоты месяца по течению. Двигайся в направлении своей цели. Да? Не иди против течения. То есть тут обычные рутинные какие-то дела. Может быть, хлопоты, которые будут касаться каких-то поездок. Может быть, эта поездка будет даже не одна. Может быть, их будет несколько. Может быть, это будет одна поездка. Но это именно движение в пункт назначения. Вот, поэтому вы будете заботиться в феврале именно о том, чтобы
не было никаких сложностей, не было никаких препон. Вот подхватит вас течение океанское, да, Гольфстрим, и понесет вас куда-то в тепло, скажем так. Поэтому ничего сверхъестественного не будет. Месяц будет спокойный, расположенный к решению разных задач. Что вам принесет вообще, в принципе, февраль? Открываем эти вашки. Ой, ой. Ух, наконец-то долгожданные перемены. Держись, будет страшно интересно. Пыс-пыс, мир подарит ценный приз. Видите, февраль принесет вам все-таки какое-то важное решение, важное достижение. Какой-то новый поворот, может быть, которого вы точно долго ждали. Вот. Видимо, здесь башня отработает именно так, что что-то появится быстрее, лучше. Не знаю, как сказать. Как-то вот сломаются все проблемы и сложатся, наоборот, только все возможности. Поэтому мир, жизнь готовит вам какие-то интересные вещи. Напоминаю, что если кто-то хочет, кому-то интересно поиграть с мотивашками, поднять свою самооценку, пишите нам в контакты, указанные в описании к видео, и сможете насладиться этой маленькой, но очень уютной колодой. И, собственно, вот такой у меня получился второй вариант, ребята. Я вам всем желаю в феврале удачи и успеха. Помните о том, что вы лучшие, что все в вашей жизни будет хорошо. Главное хотеть, стремиться и что-то для этого делать. Вот. Пока-пока. До новых встреч. Все, кто выбрал вариант номер 3, всем привет. Давайте будем работать сейчас с вами. Посмотрим, что там для вас приготовил чудесный и прекрасный февраль месяц. Так, сразу у нас тут центральная карточка. Это какая-то вот сюрприз будет, какая-то неожиданность. Оставим ее в стороне. Ну что, поехали. Начнем с неожиданности, которая у нас выпрыгнула, да? Это какая-то прям вот важная, видимо, для третьего варианта карта, которую мы должны знать. Рыцарь жезлов. Что-то ускорится. Что-то ускорится в вашей жизни. Какой-то врывается в вашу жизнь или человек, или, может быть, какое-то событие такое вот прям, которое встрепенет вас, добавит вам, может быть, где-то энергии, хлопот, какой-то востребованности, что ли, чувство востребованности. Какой будет энергия месяца? Как вы будете ее ощущать? В каком настроении? И у нас повешенный. Ну, то есть главная энергия месяца – это восстановление, мне кажется, чего-то. Энергия месяца как глубочайший такой вот экзистенциальный опыт. То есть внутренние какие-то инсайты, какие-то откровения. Что-то вы узреете в своей жизни, в своем мире такого, чего, может быть, вы не знали. Для людей, которые интересуются темой детства, деторождения, фертильности и так далее. Глядя на эти две карты, мне хочется сказать, очень возможен шанс наступления долгожданной беременности. Причем стремительной, может быть, даже в каком-то смысле такой, когда вы внутренне уже отказались от любых, может быть, попыток завести, ну, не ребенка, не заводят детей, да, неправильная фраза, в общем, стать матерью или стать отцом. Это здесь вот такая история. То есть месяц у вас энергия такая тягучая будет, вязкая, как карамель, медленно, ну, вот глубоко, со вкусом, знаете, как гурманы сидят в дорогой ресторации, какие-то гурманистые блюда вкушают, и вот они делают это медленно, с расстановкой, с таким вот наслаждением внутренним. Синхрония.
Что вы притянете в вашу жизнь? Через свои мысли, через разговоры о ком-то или о чем-то. То есть что там такого синхроничного в вашей жизни случится? Шестерка пентаклей. Какие-то прибыли, во-первых, какие-то деньги, неожиданно возникшую помощь. В помощь, может быть, в решении ваших вопросов. Может быть, помощь в заключении каких-то контрактов, соглашений, чего-то еще, потому что шестерка пентаклей – это карта, связанная с элементами содружества. Поэтому здесь такая будет классная история объединения людей. Вот, что-то будет стабилизироваться, что будет хорошее и прекрасное. Чего вам не стоит ждать от февраля месяца, третий вариант. Чего не стоит ждать? Не стоит ждать, что будет тяжело. Не стоит ждать, что будет тяжело, что вы будете уставать, что это будет как-то топорно, что будет много дел, которыми нужно будет заниматься, что, может быть, много будет вокруг каких-то, не то чтобы препятствий, а каких-то событий, которые добавляют вам хлопот или что-то еще. Нет, ничего этого в феврале не будет. Вы не будете один или одна, вы не будете в одиночку справляться с трудностями, это точно. Не ждите этого. Там кто-то будет еще, кто будет вам помогать. Шестерка пентаклей, в принципе, об этом и говорит. Чего точно стоит ждать? Луна. Ну, чего точно стоит ждать? Я бы сказала, что, наверное, стоит ждать того, что ваши какие-то интуитивные предчувствия, какие-то фантазии или мечты, какие-то, может быть, вещи, которые вам снились во снах и так далее, они будут, судя по всему, как-то материализовываться в вашей жизни. Стоит ждать здесь именно каких-то вот очень таких волшебных каких-то моментов, какого-то волшебства. Вот у меня такое чувство, что что-то здесь будет происходить такое вот связанное с вашими внутренними состояниями. Будут ли какие-то неожиданности для вас в феврале? Будут ли какие-то неожиданности для вас в феврале? Рыцарь мечей. Ну, я бы сказала, слушайте, да. Неожиданности будут точно. Опять у нас здесь рыцарь, точно так же, как и тут. Только тут жезлов, а тут мечей. Какая-то неожиданно возникшая новость. Ну, опять же, не новость, а скорее это постфактум. Новость здесь какая-то, что-то тут будет. Неожиданность, что резко придется сорваться с места и начать что-то делать. Прям быстро надо будет действовать, как-то экстренно. А что же это такое? Что же это такое? Это работа или какие-то развитие какого-то дела, которое стагнировало немножко, может быть. Ну, может быть, стагнировало не потому, что какая-то была задержка. Может быть, дело особенно не двигалось, потому что вы не могли на него, собственно, повлиять как-то. Вот оно развивалось по какому-то плану, может быть. Здесь что-то или с работой, или с личными, опять же, вещами, которые касаются вашей жизни в целом. Получение каких-то результатов. Как-то получите какую-то вот новость, какой-то результат своих дел, своих действий. Это что-то такое, к чему вы уже сами приложили руку, что вы делали. И вам очень быстро нужно будет как-то оперативно, не знаю, уволиться с другой работы и быстренько бежать в другую. Может быть, бросить какие-то свои вот дела, которые вы делаете, и срочно заняться именно этим вопросом, потому что это вопрос созидания, вопрос вашего будущего. Здесь вот все уже сделано. Это будет касаться какого-то дела, которое готово полностью практически. Там не хватает вот какого-то одного пазла. Вот этот пазл, вы его найдете, вам его дадут, и надо будет быстро его как-то вставлять. Вот. Главные новости февраля. Главные новости февраля для вас – это новость про встречу. Новость про встречу, новость про знакомство, новость про то, что, в общем-то, сошлось и время, и обстоятельства, и ситуации. Смотрите опять визуально, как красиво выглядит двойка кубков. Я все-таки хочу здесь продолжить линейку для тех людей, кто заинтересован в появлении детей в своей семье. Потому что здесь реально возможно зачатие в феврале месяце. Вот возможно беременность такая, причем очень хорошая, долгожданная какая-то. Но для всех остальных людей это точно главная новость. Это знакомство, встреча, подписание каких-то договоров, соглашений, ощущение близости, влюбленности, какого-то такого очень эмоционально теплого отношения к себе со стороны других людей. Вот это будет главной новости. Так,
И опять у меня не хватает карт. Куда эти новости вас развернут? Третий вариант. Новости эти вас развернут к некоему решению, когда вам нужно будет четко очень сказать «да». Вы должны будете сказать чему-то «да». Принять какое-то одно из самых важных решений в своей жизни. Сказать «да, я буду, я хочу, мне это нравится, я буду это делать». Основные хлопоты месяца. Откроем мотивашки. Основные хлопоты месяца. Роскошная женщина. Такая всегда будет на плыву. И все, кого она любит, тоже. То есть основной хлопот месяца для мужчин однозначно это тема про женщину. Вас будет интересовать одна единственная женщина. Вот прям такая, что, я не знаю, самая лучшая на земле. Никаких других женщин мне не нужно. Если вы женщина, то вы будете заниматься весь месяц прежде всего именно собой. Будете заниматься собой, будете наслаждаться собой, будете получать удовольствие от себя, от тех людей, которых вы любите, будете помогать им, помогать себе и так далее. Если вы хотите купить мотивашки, пишите контакты, указаны в описании к видео. Очень интересная колода, которая поднимает самооценку. И женщинам, и мужчинам в том числе. Вот, поэтому все хлопоты будут касаться именно женского. Жены, самой какой женщины, будет касаться темы взаимодействия, любви, семейственности, вот таких вот именно аспектов. Но тут эстетики очень много. В этой карте очень много эстетики, удовольствия, такого, знаете, достоинства женского. Вот это будет самая важная история февраля. Ну и откроем последнюю карту, которая будет нам отвечать на вопрос, что вам принесет все-таки февраль. Третий вариант. Что он вам все-таки принесет? И у меня выходит лосось, который называется «Самое большое дерево». Такая красивая история, которая однозначно говорит, что февраль принесет вам процветание. Вы станете заметными, ваши результаты станут заметны, ваши новости станут заметны для многих других людей. Вы почувствуете, что ваша жизнь, ну, просто сияет. Она настолько прекрасна, какое-то дело удалось. У кого-то, может быть, в банальном смысле февраль месяц станет месяцем, когда у вас рассада вдруг так пойдет вверх, что вы не будете знать, куда ее садить, что с ней делать. Может быть и такое, кстати, как бы это банально и странно не звучало, но тем не менее. Здесь состояние здоровья хорошее, здесь классно, здесь весеннее стремление, наверное, такое к удовольствиям, к наслаждению, ощущения глубочайшего счастья. В общем, февраль принесет вам многим и деньги, и помощь, и рассвет. Тут какое-то что-то здесь пойдет в большой рост. Что-то тут пойдет в большой рост, какое-то дело прям начнет, не знаю, прямо-таки активно как-то развиваться. Вот такие дела, третий вариант. Я вам желаю чудесного февраля. Берегите себя, возвращайтесь к нам снова, приходите, конечно же, на консультации и учиться. Потому что учиться у меня очень интересно. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимии. Всем спасибо и пока-пока.